Здесь представлен наш давний партнер. Эта компания называется Bake Off. У них есть еще второе название Best For, другого направления. Но Bake Off, он производит такие вот печки для выпечки. И давайте я немножко расскажу про них. Вот пройдем сюда. Здесь есть такая шоу-кухня. Явно они хотят представить новые модели гурме. И у них также само видно шокеры есть и еще кое-какое оборудование. Скажем, обращу внимание, что мы действительно уже продавали, имеем свой опыт. Это может быть такое вот промышленное оборудование, как на шпильку. Конкретно это Rotor Bake. Он сейчас в обновленном дизайне, то есть это все идет вперед, все технологично, красиво. То есть вот поднимаем ручку внутрь. Мы смотрим, что это напольное изготовление, небольшой пандус вот здесь, шпилька. Шпилька, вот видите, остановилась, и мы можем выкатывать вот эту вот тележку отсюда, да. То есть мы можем заранее в заготовочном цехе сделать все, потом загрузить сюда до 40 ГНчиков, ЕНчиков назовем их, это 40×60, и выпечь это ротационной печки. Ротационная печка нужна для чего? Для того, чтобы конвекция равномерно выпекла все. Вот сейчас конкретно вот мы видим, как это все происходит, да. То есть вот на какой-то бэк-кухне мы сделали вот такие заготовки. И потом можем вот эту шпильку поместить внутрь этой печки и за раз выпечь до 1000 круассанов. Там неважно что, эклер, круассан, печенье. Это все может быть любая ваша фантазия, любая ваша нужда для конкретного региона. Ну, Европа, Азия, там, Евразия, неважно. Вот, Америка. Вот, то есть такие вот есть исполнения в touch-дисплее, есть также более классические управления, да. Touch-дисплей позволяет и более так, ну, техничнее наблюдать за сенсорами разными, плюс точно смотреть температуру и, допустим, больше возможностей управления паром или какими-то другими функциями. В мануальном управлении все легче для более профессионального использования узконаправленного. Да? Также такие печки, не будем забывать, что они довольно энергоемкие. Всегда надо позаботиться об электричестве, чтобы подключить такую печку. Это может быть и в районе 30-50 киловатт, в зависимости от печки. Но имеется возможность также сделать и газовую версию. Да? Газовую версию иногда поставляется отдельно. Печка для газовой версии производится компанией Bake Off или, допустим, другой компанией. А сама горелка для печки производится сторонней компанией, но компания-производитель всегда может порекомендовать что-то подобное. Да? Ну, это отдельная тема. Если у кого-то есть какой-то вопрос, вы всегда можете его задать, и мы всегда ответим. Вот есть также само камеры для вызревания, да, это будет расстоечные шкафы, они могут быть с поддержкой влаги, они могут быть от тепла до холода, то есть некоторое тесто там может созревать при 13 градусах или, допустим, при 28, и это можно добиться только имея тепловое и холодильное оборудование внутри 2 в 1. На мой взгляд, один из самых лучших, уже проверенный и на нашем рынке, прибалтийском, европейском, так и я думаю, что и в Азии, и в Евразии пользуются печками серии Мистраль, их выпускают уже давно, могу ошибаться, но я думаю, лет 20 точно выпускают серию Мистраль, потому что у нас на вторичном рынке, где наш мастера-сервис делает обслуживание, сталкивается с моделями Мистраль примерно 15-20-летней выдержки, так скажем, на которые действительно до сих пор можно от компании Bake Off всегда найти детали. Эта компания предоставляет даже на такие более старые модели детали, что немаловажно. Эта печка небольшая, у нее расстоечный шкаф, плюс на 10 уровней ротационная внутри система. То же самое, что большая, только поменьше и такая вот удобная вещь, да. Занимает, конечно, немало места, ну, где-то там метр с чуть-чуть, на метр с чуть-чуть в глубину. Но качество, я уверен, и я знаю от своих клиентов, отзывы хорошие о Мистрале. Вот. Дальше перейдем. Это более маленькая версия Мистраля, только без
ротации, да, тут надо смотреть, какой продукт в ней можно. Может быть, иногда надо будет во время работы поменять поднос местами. Не всегда, но все грешат этим. Практически идеальной конвекции не получается ни у одной печки, да, без каких-то инноваций. Вот, дальше пройдем с этой стороны, там уже объясняют. Здесь более easy line. Easy line, она уже идет как бы так под... Раньше шла гурмет, под best for или bake off. Здесь, ну, как бы более простое управление, естественно, и цена попроще, и, ну, как бы не для большого производства. Ну вот, и здесь вот уже гурме, это уже гастрономические, больше решения. Дверь похожа на одного известного бренда, который нельзя говорить на этом стенде. Вот, но мы все понимаем, на кого похожа эта дверь. Вот, также Touch Display, Master Pro. Немножко, я думаю, можно зайти на их сайт, и там будет более подробно рассказано о том, что эта печка может. Ну, естественно, она может всю гастрономию делать, да. Ну, то есть, все, что касается гастрономии. С подносом 1.1 GN. Ну и здесь мы видим вот эта классика, я точно уже вижу эти деки довольно классические. Выпекают панеттоне. Скоро Новый год. Новый год, это значит в Италии сезон панеттоне. Панеттоне – это такой классический, скажем, рождественский пирог, который делается из вкусного теста, плюс добавлением каких-то интересных цукат, изюма и все, что придумала хозяйка. Вот, так что закончим на этой вкусной ноте, и если нам повезет, нас чем-нибудь угостят ребята, и скажем просто enjoy. Griffin GT – твой проверенный партнер в гастромире.